Всем привет! Буквально сегодня, на момент написания материала, стартует ивент по открытию ворот Анкеража. А что это значит? А это значит, что до открытия ворот осталось не больше 2 недель. На каких-то серверах этот срок и того меньше. Поэтому по-любому среди зрителей найдутся игроки, которые скажут: «Чё? Уже Анкераж? Я еще 60-й не взял». И вот чтобы вы не метались в панике, что делать, куда бежать, я подготовил это видео. Давно вы его просили у меня, поэтому создание этого материала было всего лишь вопрос времени. Предупрежу сразу, я, как и большинство моих видео, всегда ориентируюсь на здравый смысл и не пошлю вас выбивать вон ту шмотку с драконов кошмара. Большая часть игроков ворлдбоссов и в глаза не видела, поэтому для вашего внимания простой и доступный способ подготовки к новому рейду. Но сначала небольшое объявление для любителей ретро-дополнений. Искал фреш-сервер Lich King 3.3.5 с хорошей работоспособностью? Тогда те к нам. Открытие игрового мира X7 с постепенным открытием контента состоится 7 августа в 18:00 по московскому времени. Игроки, получившие достижение первые на сервере, попадут в зал славы сервера. Так же, как и гильдия, которая первая пройдет Naxxramas. Не пропустите события и стань легендой вместе с Седогриф. Седогриф X7 разделен на 5 этапов. На первом этапе будут доступны следующие рейдовые подземелья: Naxxramas, Обсидиановое святилище, Око Вечности, а также Аркавон в склепе Аркавона, ну и 5-й сезон арены. На втором этапе станет доступным Ульдуар и Малон в склепе Аркавона, а также будет запущен 6-й сезон арены. На третьем этапе откроется доступ к испытанию Крестоносца, испытанию Чемпиона, Логово Аниксия, Кораллона в склепе Аркавона, и будет запущен 7-й сезон арены. На четвертом этапе игроки получат доступ к Цитадели Ледяной Короны и подземелью Зала Отражений. В склепе Аркавона появится Таралон, а сезон арены сменится на 8-й. Ну и на 5-м этапе откроется доступ к Рубиновому святилищу и уже следующий сезон арены. Кроме этого, чтобы разнообразить игровой процесс, разработчики ежедневно будут добавлять на сервер различные развлекательные ивенты. Также, что очень важно, полное отсутствие доната, влияющий на игровой процесс. Как и было сказано, работоспособность на высоком уровне. Ну в чем вы можете убедиться сами. Мы ждем вас 7 августа в 18:00 на Седогриве X7. Ну а мы продолжим. Один из главных вопросов: нужен ли на то резист вакуум? Кто-то утверждает, что и так все зергается, мол, вон в Molten Core собирали фаер-резист, а он по факту там не очень-то и тащит. Давайте сразу отмахнем все эти разговоры. Формулы и расчеты, сколько нужно дамага и хпс, чтобы пройти по урону и не склеиться на тур урона, они написаны не для всех. Всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не по плану. Все ворлд-баффы вы можете потерять еще на первом боссе, который, по мнению многих, один из сложнейших энкаунтеров и требует много времени, пока рейд скоординируется и начнет проходить его без проблем. Люди, которые пишут, что на то резист не нужен, ну, скорее всего, лентяи, которые не хотят его фармить, или жмут голду на его покупку, и чтобы не оказаться в неприятном положении, когда весь рейд готов, а вы нет, выполните несколько несложных мероприятий. Они действительно несложные. Я не буду отправлять вас на аукцион и заставлять покупать шмот за сотни или даже тысячи голд. Возможно, с финансами у вас не так хорошо, как у некоторых. У меня, например, на войне с этим совсем беда. Ну, исключение кольца, на них придется потратиться, так как аналогов им почти нет. Не обязательно покупать топовые варианты на 22 натура, можно взять варианты и попроще, на 18 или даже на 17. Цены ниже в разы, а профит не сильно хуже. Эх, где те времена, когда эти кольца на аукционе лежали по полтиннику, никто их не покупал. Есть еще, конечно, вариант с получением кольца за скипетр с призывных боссов. Ну, я так и не понял, доступно оно в текущей фазе или нет. Если у вас есть что-то добавить по этому поводу, напишите в комментарии, я и зрители будут вам благодарны. Давайте прежде всего определимся, кому сколько фармить. Какие капы, какие минимумы. Кап, как и всегда прежний, 315 резиста. Это относится ко всем видам магии, выше собирать не имеет смысла. Ну, кому интересно, у меня в группе ВКонтакте есть подробная статья, как работают резисты и какой принцип снижения урона, постепенного и прямого. Но кап вас никто собирать не заставляет. Достаточно просто приблизиться к оптимальному порогу выживания. Проще всего собирать на то резист воину, поскольку он способен одевать любой вид брони и выбор у него огромный. Ну а раз у воинов проблем с поиском вещей меньше, к ним и требования выше и составляют от 215 до 240 резиста. Роги, ханты и прочие друиды для вас планка от 180 до 205. И самые геморройные тряпочники должны собрать хотя бы
от 160 до 180. Поскольку к латникам такие требования, ну и я играю за воина, давайте на нем и сфокусируемся. Первое, что нам нужно сделать, это квест в Селитусе Зов. Не тяните. Именно сейчас народ на него собирается постоянно, потом он уже, скорее всего, мало кому будет нужен, и вы запаритесь с поиском рейда. Начало, как я говорил, в Селитусе, в Кинарион Холде у дварфа по имени Рутгар Знакописец. Он отправит вас выполнять задания на поиски рун и разгадать тайну хрустальной призмы. А после уже предложит выполнить сам Зов, где нужно будет убить элитного Анубисата. Босс очень серьезный и рассчитан примерно человек на 20. Ну, как я уже говорил, рейды на Зов в нынешней ситуации подготовки к АКУ собираются постоянно, и вам не составит труда найти единомышленников. В награду вы получаете шикарные штанцы из 25 натур резиста, доступные для каждого класса. Далее мы отправляемся в кладезь шмоток на натур в Марадон. Все боссы для фарма тут доступны соло, но чтобы не было так напряжено, можно взять товарища, только не ниже 60 уровня. В противном случае вам придется зачищать очень много паков и терять время. Нас тут должны интересовать несколько вещей. Во-первых, трини с Ноксиона. Они не уникальны, одеть их можно сразу 2. Как фармить Ноксиона за воина я уже рассказывал в своем недавнем видео, рекомендую посмотреть материал про алмазную фляжку, кто не видел. Запястье на 15 натур урона тоже забираем с этого босса и идем к следующему. Бритва хлесту. Если Ноксион заставлял попотеть, то следующий босс Изи Манекен, но с весьма богатым набором наград. Практически все вещи с натуром, но нас интересует только пояс 20 натур резистом. Остальные вещи подойдут, возможно, для других классов, но не нам. Ну, мы можем взять их на всякий пожарный, на случай, если не повезет с фармом более топовых вариантов. Но специально их фармить не обязательно. Доходим до Келеброса, забираем с него плащ на 10 натура и идем к Селю за шапкой. Шапка история такая. Самый топовый вариант, конечно же, падает в ОБРС Гита. Дракона, который катает Ренда Чернорука. Шлем падает с рандомными статами на резист, и ждать, пока упадет нужное нам сочетание на натур, очень долго. Поэтому и есть смысл приберечь шлем Селя. Но, возможно, вы выбили его раньше, когда фармили шапку в первой фазе на Fire Resist. Мне вот в те времена сильно не везло, и я в качестве пререйда таскал шлем с Frost резистом, пока не сменил его на Т1. Но зато, когда я пошел целенаправленно за натуром, он мне упал с первого трая, за что я просто благодарен богу рандома. Возможно, это небольшая компенсация за отсутствие наручия на Thunder Fury, который я в луте не видел никогда. Кстати, пародируя те гайды, которые отправляют нас на World боссов за вещами, я вам рекомендую за это время сделать Thunder Fury. На нем целых 9 натур резиста. Это важно. Отговорки не принимаются. На Селе мы останавливаемся и покидаем Марадон. Остальные вещи нас не интересуют. Есть аналоги лучше. Далее мы отправляемся на фарне Рубенкана, Стратхольм. С паука нам нужно все. Щит 15 натура, латные плечи 20 натура, ботинки 20 натура. Целых 55 натур резиста в одном флаконе. Можно еще зацепить перчатки, на случай, если нам не повезет в затонувшем храме, куда мы отправимся после. Затонувший храм — это наша последняя инстанция, которую можно фармить до тошноты, поскольку шанс дропа нужных нам вещей очень небольшой. На балконах стоят мини-боссы, с которых падают вещи на рандомные статы с очень небольшим шансом дропа. Но они же и самые лучшие из доступных. Альтернатива только аукцион. Перчатки 20 натура и кираса 25 натура. То, что нас интересует. Есть и другие вещи, падающие в храме, но описанные выше аналоги фармятся легче и по шансу дропа более доступные. Ну, вы можете тут задержаться и углубиться в фарм поплотнее, поскольку рандомные статы способствуют сбору и других сетов. Например, на Frost или Fire Resist, которые, возможно, вам пригодятся. Амулетов с натурой не так много хороших из доступных. Могу порекомендовать вам выполнить квест в Селитусе на табличке. Начало квеста в Селитусе в пещере, где сбежавший дезертир выдаст несколько заданий, финалом которой будет ужасная цель. В завершении вам на почту приходит письмо с некой на 8 натура. Немного, но, как говорится, на безрыбье и рак щука. На этом со шмотом на натуру закончим. Перейдем к доступным усилениям. На текущей фазе возможно повесить на плащ энчант плюс ко всем резистам. Это 5 натура. И если у вас есть почтение с фракцией Серебряного Рассвета, на плечи можно воткнуть тоже плюс 5 натура. Ну это пока все из энчантов.
Остальные появятся в следующей фазе. Не знаю, какая ситуация сложится по натуре в анкераже, даже теоретики с Fight Club в замешательстве и не могут точно спрогнозировать, как оно будет при открытии ворот. Близы сохраняют интригу и на ПТРе не открыли анкераж для предварительных тестов. Все, что нам известно о боссах, это старые форумы с лохматых времен или видосики с пираток. Как вариант, вы можете пойти в анкераж на текущем дополнении БФА и посмотреть на них своими глазами. На БФА он доступен именно в классическом варианте, многие из вас, наверное, туда ходили за фармом трансмога. Теперь, что еще нам нужно сделать, кроме вещей на натур? Оружие на урон ледяной магии. Необходимо выбить всем, кроме хилов и магов. Оружие потребуется на нечистотане. Стратегия его убийства заключается в том, что сперва его нужно заморозить ледяными эффектами, а после продамажить. Ну, не у всех есть заклинание льда, поэтому придется воспользоваться вспомогательными средствами. Оружия с эффектом льда достаточно много в мире, но проще всего, мне кажется, добыть кинжал в РФД с последнего босса. Фармить его просто, на видео показан короткий путь, как к нему добираться. Вам понадобится помощник, который будет перезапускать инст каждый раз, как босс будет убит. Проходите до босса, убиваете, выходите в офлайн, помощник обновляет инст, заходите сначала и так до победного. Только помните об ограничении на количество посещений подземелья в сутки, не больше 30. На наше счастье, кинжал достаточно с высоким шансом дропа, поэтому я думаю, вы сможете уложиться в этот лимит. Для воина, естественно, нужно 2 таких ножичка. Они не уникальные, поэтому походить придется почаще. Я уточнил, нужно ли вешать на них энчант на лед. Мне подсказали, что достаточно намазать масло льда. Ну, возможно, это действительно будет достаточно. По химии. Берем с собой стандартный вариант для текущих рейдов, плюс поты на натур и Shadow Resist. Последний нам must-have понадобится на ктуне, поэтому запаситесь ими заранее и побольше. Неизвестно, сколько траев вам понадобится, прежде чем он упадет, но пить придется часто и, возможно, по несколько банок за трай. Я вспоминаю, как мы его осваивали на ПТРе, вышло очень много. Самая веселая часть — это отработка забегания в комнату, где рейд может даже не начать первую фазу, а сразу слечь от неудачного бима, и придется все начинать заново, пропивая всю химию по новой. Вот как-то так. Позже я уточню, как оно будет уже после распаковки рейда, и дополню какие-то детали. Напомню о подписке на канал, чтобы не пропустить важные и интересные новости. И удачи, не болейте.